Всем огромный привет! С вами Оксана. В этом видео я расскажу, как связать вот такой вот джемпер с круглой кокеткой. Данный джемпер на обхват груди 98 сантиметров. Вы можете ориентироваться, ну, у каждого своя плотность, конечно, вы можете связать либо больше, либо меньше. Это где-то примерно размер 46-48. Вязала я джемпер из вот такой вот бобинной пряжи. Это пряжа фолька называется. 50% меринос, экстра файн и 50% низкопилингуемый акрил. 100 грамм 1400 метров. Вязала я в 4 ниточки, как вы видите, здесь 4 бобинки. В 4 нити это где-то метраж 100 грамм 350 метров. Если вы не найдете такую пряжу, ну, ее можно заказать на Валберис. Она там продается бобинками по 500 грамм, либо заказать в Инстаграме, и вам уже размотают на 4 бобинки. Ну, либо заменить какой-либо другой, у которой метраж 100 грамм, где-то 300-350 метров. Можно заменить. Я вязала в 4 нити, спицы 3,4 миллиметра, и ушло мне 300 грамм вот этой пряжи. Здесь я брала 500, 200 у меня еще осталось. Так что могу добрать еще 100 грамм и связать снова что-нибудь такое. Но смотрите, берите всегда с запасом, не впритык 300 грамм, потому что у вас может быть длиннее, шире рукава, да, еще что-то. Надо все-таки 400-500 грамм брать, ну 400 грамм хотя бы. Ну, бобинки 500 грамм, поэтому если на Валберис. Так, о пряже я сказала, да? Спицы 3-4 миллиметра сказала. Теперь давайте я вам скажу размеры данного джемпера, чтобы вы могли уже определиться, да? Ну, хотя, как я уже сказала, плотность у всех разная, поэтому у вас может получиться и другой размер. Итак, ширина моего джемпера. 52 сантиметра. Обхват груди у меня 98 сантиметров. Вот 52. Мне как бы по фигуре получилось. Хотела больше, но получилось по фигуре. В плане усадки, да, пряжа. Она не меняет свой размер после стирки. Вот как вы есть до вязания, так и после стирки остается тот же самый размер. Просто я что-то решила по фигуре сверху связать и шире не делала. Так, 52 сантиметра по груди. Вниз я вязала прямо. У меня рост невысокий, 163 сантиметра, поэтому вниз я провязала только 34 сантиметра. И делала 2 прибавки только. Вот раз, два с двух сторон. Пустила здесь вот таких 2 изнаночные петли. Вот и вот прибавка. И вот здесь прибавка. Только 2 раза прибавила. Хотя хотела трапецию, можно было чаще прибавлять. Резинку я закрыла, вот как недавно закрывала. Резинка мне в этой пряже не нравится. Сразу говорю, я заменила бы подгибом. Вот так подгиб просто сделать. И все. Может быть, я даже резинку перевяжу, потому что она мне не нравится. Просто спешила выпустить мастер-класс, вернее, описание. Поэтому вот лучше бы вот так подгиб сделать. Я, наверное, это перевяжу, потому что резинка мне не нравится. Ну, не очень красиво смотрится, какая-то она корявенькая. Но здесь, так как уже резинка, поэтому снизу тоже резинку сделала. Итак, ширина рукава. Рукава у меня узенькие, не широкие. Здесь всего лишь 16 сантиметров, хотя хотела 20, а что-то остановилась на 16. Думаю, дай попробую, как будут смотреться узкие рукава. В принципе, ничего, нормально. 16 сантиметров здесь получается рукава по широкой части. Но вы можете сделать и шире. Длина кокетки вот у меня получится 24 сантиметра на размер 46-48. Обычно вот кокетка, вот она заканчивается, вяжется 24 сантиметра. Далее уже идут подрезы. Ну, длина рукава у каждого индивидуально. Так, а теперь давайте приступим. Я вам расскажу, как я
рассчитывала петли, чтобы вы смогли рассчитать на свой размер петли. Схему все я перерисовала, вам дам, вы сможете спокойненько связать. По ней я тоже вам сейчас все расскажу. Итак, вот я все написала. И давайте смотреть. Так, вяжем образец. Лицевая гладь 10 сантиметров, 21 петля у меня вышла. В 1 сантиметре 2,1 петли. Я взяла горловину 60 сантиметров. 60 умножим на 2,1, это будет 126 петель. Раппорт у нас начинается с 8 петель. 126 разделил на 8, 15,6. 16 раппортов, значит, мне надо, да, от горловины. 16 умножил на 8, 128, плюс 1 петля для замыкания в круг. Я набрала 129 петель, замкнула в круг, получила 128 петель и вязала резинку 1 на 1, 10 рядов спицами 3 миллиметра. Когда я связала 10 рядов, 11 ряд я стала вязать так. Перешла на спицы 4 миллиметра, 1 изнаночная, 7 лицевых. Далее по схеме до 63 ряда. Итак, схема. Я нарисовала схему в Excel. Так. Скриншот, я не знаю, у вас, наверное, не получится. Я вставлю обязательно в группу «Контакт», в сообщество, кто где сможет скачать, может быть, куда-нибудь ссылку, схему я сохранила в PDF формате. Поэтому, где-нибудь постарайтесь скачать. Итак, обозначение. Смотрите, вот это у нас изнаночная петля, вот это лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 вместе вправо, 3 вместе с центральной лицевой петлей, лицевая скрещенная, пустые клетки, нет петли. И начинаем вот сначала. Вот у нас первая петля изнаночная, вот она идет, ее не забудем. И вот идут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Вот, как я сказала, 1 изнаночная, 7 лицевых, первый ряд. Далее вяжете уже вот по узору. Изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево. Следующий ряд все лицевые. И вот так вяжете. И смотрите, внимательно, я этот момент пропустила. Вяжем до 45 ряда. И в 45 ряду, смотрите, лицевая петля, изнаночная петля переходит в лицевую петлю. Если здесь мы узор через один ряд вязали, далее идем в каждом ряду. Вот это в каждом ряду идет узор. А потом снова, смотрите, мы вяжем через один ряд. Вот. Вот эта петля, это лицевая скрещенная петля. Вот она идет. Я не знаю, для чего они здесь сделали, я ее провязала лицевой скрещенной. Итак, вот она схема. Я ее оставлю. Пустые клетки, нет петли. Вот здесь нет никаких петель. Все, вот такая вот схема. Вяжете до 63 ряда. Далее идут лицевыми. Если не хватает у вас длины вот этой кокетки, да, она должна быть, вот эта кокетка, вот, на размер в 24 сантиметра. Если вам ее не хватает, вяжите, 2 сантиметра, вы можете спокойно вязать просто лицевыми петлями, довязывать нужную вам длину кокетки. Далее мы распределяем на спинку рукава и перед. Сначала отделяем спинку. Вот первое, когда у нас идет спинка, когда мы все полностью провяжем, смотрите, у нас получится 16 раппортов, это 20 петель. 320 петель у нас будет на спицах. Кокетка плюс резинка, 24 сантиметра у нас идет.
Подрезы я взяла 5 сантиметров 10 петель. Ну, 5 сантиметров, если на 2,1 умножить, там будет 12 петель больше, ну, можете больше взять. Рукава 55 петель, спинка 100 петель, перед 110 петель. Перед я всегда больше беру. Ну, на петель 10 больше беру, что ну, все-таки грудь есть. И поэтому беру так. Отделяем 100 петель спинку. Сразу вот здесь 100 петель отделяем. Потом рукав 55 петель. Перед 110 петель и рукав 55 петель. Вяжем росток вот по спинке. Вот у меня росточек вот здесь. Прямо туда-обратно вяжу 12 рядов по спинке. Вот провязала 12 рядов и замкнула в круг. Рукава пересняла на дополнительную нить. Вот видите, вот здесь видно, вот он, росточек 12 рядов. Вот он, вот 12 рядов. И далее перешла в вязание в круг. И все, и вниз связала нужную мне длину. Далее набрала на рукава петли. Здесь можно больше было петель набрать, но я набрала 71 петлю и вязала рукав. Можно было, конечно, 80 петель набрать и вязать шире рукав. Изначально, да, я хотела 40 сантиметров рукав, потом думаю, дай-ка я его заужу, и очень сильно заузила. Так что вот, и дальше вязала рукав, и я еще сделала вот 1, 2, 3, 4, 5 убавок с двух сторон, и на резинку я вышла 61 петля. Потом сократила одну петлю и связала резинку 1 на 1, 60 на 60 петлях, и закрыла иглой. Но, говорю, резиночка мне не нравится, как смотрится, какая-то она не очень ровная, красивая. Я вот думаю просто вот подгиб вот так сделать и все, переделать рукава. И все, я думаю, несложно, да, схема есть, и вы сможете легко связать этот джемпер. Можно вязать летний такой джемпер с короткими рукавами. Вот я подумала на лето связать, может, с короткими рукавами, может, что-то другое придумаю. Ну, узор очень красивый, такой нарядный, мне понравился. Надеюсь, я понятно все объяснила. Схему оставлю. Так, вроде бы все вам рассказала. Ну и все. На этом, в принципе, можно и заканчивать данное видео. Все ссылки я оставлю в первом комментарии, если там захотите точно такую же пряжу приобрести, да, то все поставляю. Ну и всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.